Неявное знание. Опрос лидеров ИСККОН. Его святейшество Бхану Свами. Настроение и миссия Ачарьи основателя. Вопрос. Как вы считаете, какие важные наставления Шрилы Прабхупады, какие примеры его лидерства необходимо сохранить и широко распространить, чтобы гарантировать долговечность и единство ИСККОН? Well, I never personally had any experiences of getting instructions on leadership from Prabhupada because I wasn't a leader, I was just a little brahmachari somewhere. Но у меня никогда не было личного опыта, чтобы Прабхупада давал мне прямые наставления по поводу лидерства. Потому что я никогда не был лидером, я просто всегда был маленьким брахмачари где-нибудь. And I hardly ever spoke to Prabhupada either, so И я практически никогда не говорил с Прабхупадой напрямую. there's no opportunity for getting direct instructions on leadership, etc. Так что у меня не было возможности получить от него прямые наставления ни по поводу лидерства, ни по поводу чего-то другого. All I can do is look at his example that he gave to others. Все, что мне остается, это смотреть на его примеры, на его наставления, которые он давал другим. And from that, kind of make some sense of it. И отсюда можно делать выводы. So we can see, of course, that the movement in the beginning was a little bit unstructured in one sense because we have many untrained young people. Конечно, можно сказать, что в начале движение было довольно неструктурировано, потому что было очень много необученных молодых людей. Many of whom were hippies also, and they don't like organization. Многие из них были даже хиппи, и хиппи очень не любят организованность. And yet Prabhupada, he was very methodical about registering a society in New York and Но в то же время Прабхупада очень методично подошел к тому, чтобы зарегистрировать наше общество в Нью-Йорке. founding the ISKCON movement there. So he put some, let's say, basic legal structures in place at that Установить наше движение. Можно сказать, что он основные юридические вопросы решил. time. В то время. Of course, as time went on, the devotees were not probably so conscious of these things, even in India. Конечно, время шло, но преданные не очень осознавали все эти вещи, даже в Индии, например. For instance, we have a registered bureau, etc., and Prabhupada was methodically having the meetings, but then the devotees kind of neglected the whole thing as being like unimportant or whatever like that. То есть у нас было, конечно, юридическое бюро в Индии, но Прабхупада продавливал эту тему, но преданные не были очень... У них не было большого стремления участвовать в этих собраниях, они считали, что это что-то неважно. But we see that Prabhupada himself was quite astute, legally speaking. Но мы видим, что сам Прабхупада был очень дальновидным в юридических вопросах. There had to be some legal entity. Обязательно должно быть какое-то юридическое лицо. And then you have rules to follow as far as that legal entity is concerned. So he was И у каждого юридического лица должны быть свои принципы, свои правила. quite strict in that regard, in spite Он довольно строго следовал всем этим вещам. of the fact that everyone around, all the devotees, were kind of more or less lax on that Несмотря на то, что все вокруг него, все преданные, более-менее расслабленно к этому относились. thing. And they didn't pick it up also that Prabhupada was so strict in that, in doing that. So И они даже не видели, насколько строго Прабхупада все это делает. Им было невдомек. that's one thing when we see that he was quite strict in getting things properly organized in Это, во-первых, мы видим, что он довольно строго все организовывал как следует a legal way в юридических вопросах. and with intelligence. So I think more than anything, the devotees have to use their intelligence. We Он применял разум. Самое главное, преданные должны применить разум. can't follow a book all the time, Мы не можем постоянно жить по книге. and we can't just look at other examples. We do have to use our intelligence. И недостаточно просто смотреть на примеры других. Нужно и свой разум включать. But as Scripture says, logic on its own is also useless. Но, как говорит Священное Писание, также одной логики самой по себе недостаточно. Она бесполезна. So dry logic is useless in trying to understand nectar of devotion. Если мы пытаемся понять нектар преданности, сухая логика в этом бесполезна. You need ruchi, not logic. Для этого нужна ручи, а не логика. So similarly with anything about bhakti, including the management of our society, И то же самое касается бхакти, и включая вопросы руководства нашим обществом. we can have rule books and everything, but we do have to have that maturity in spiritual life. Конечно, у нас будут своды правил, законов, но также необходима зрелость в духовной жизни. So that means that we have to balance our intelligence and our skills with proper sadhana.
Это значит, что свой разум, свои навыки мы должны сбалансировать в правильной садханы. And through that sadhana, hopefully some sort of level of realization, И мы надеемся, что через эту садхану придет определенный уровень осознанности. whatever, at least get to a state of peacefulness, whatever, out of the material realm. По крайней мере, прийти к уровню спокойствия в материальной жизни. So it's a matter of balance, and I think that's why Prabhupada didn't overstress it too much, but Это вопрос баланса. Я думаю, именно поэтому Прабхупада так сильно не выпячивал эту сторону. he was, doing things very methodically, but he didn't overstress it also because Он это все методично делал, но он не делал на этого большого акцента. devotees may go to some extreme. Just as in early days, they wanted to start a business, incense business in LA, and then Потому что преданные тоже могут ударяться в какие-то крайности. Например, в ранние дни в Лос-Анджелесе преданные хотели открыть бизнес благовоний. Prabhupada said, "Oh no, we don't need that," or whatever like that. So Но Прабхупада сказал, нет, нам это не нужно пока. we shouldn't go to extremes. At the same time, I think he wanted us to use our intelligence to carry on the movement. То есть мы не должны вдаваться в крайности, но с другой стороны, я думаю, что он хотел, чтобы мы задействовали разум в том, как будем развивать это движение. The future. And even though we do have the devotion, we need the intelligence. So we can't just leave it all up to Krishna. Конечно, у нас есть преданность, но также нам необходим разум. Мы не можем все сбрасывать на Кришну. And Bhadranaran was given this example in the early days in the movement that Как Бадринарайна приводил такой пример в ранние дни нашего движения. devotees would just think of, just leave it all up to Krishna. So Преданные постоянно думали, да, давайте оставим все это на Кришну. we're going on Sankirtan and we forget the books. Then that's Krishna's will. Мы пошли на Санкирту, но книги забыли. Такова воля Кришны. And when we get there with no books, then we do something else because that was Krishna's will. И мы пришли на Санкирту, но книг нет, значит будем делать что-то другое. Такова была воля Кришны. Or, if we run out of gas on the road, that's Krishna's will. Maybe Или мы едем на машине, а бензин закончился. Такова воля Кришны. we're supposed to preach to somebody here. So Значит, мы здесь кому-то должны проповедовать. that's an extreme. Okay, just depend on Krishna. So we do Это, конечно, крайность. Просто полагаться все на Кришну. have to have some intelligence and use that properly. У нас должен быть какой-то разум, мы должны правильно им пользоваться. So, very fortunately, we also do have some systems to guide the intelligence. So now we do have a college, for instance, for the devotees. И это очень здорово, что у нас есть уже некие системы, которые позволяют направлять разум в правильное русло. Например, у нас есть колледж для преданных. And they picked up things from the material world and more or less molded that for devotees. So Они, конечно, многое взяли из материального мира и перестроили это под преданных. more suitable for devotees. So that's a great advantage. In the Чтобы это подходило преданным. Это очень большое преимущество. Очень здорово. beginning, we didn't even have that. Вначале у нас даже этого не было. And most devotees, when they began managing temples, had no experience in managing at all. They just И большинство преданных, когда начинали руководить храмами, у них совсем не было опыта руководства. sort of handed the keys. Okay, you're the president of a temple. That's it. Им просто передавали ключи, все, теперь ты президент храма, вот и все. What to do? They didn't know anything. А что делать? Они ничего не понимали. No experience. And many of them didn't have any college experience also. Никакого опыта. И у многих из них не было опыта университетского образования. Especially in management. So, Особенно, что касается образования менеджмента, руководства. very difficult. So, over the years, let's say it's been from 1970 to now is like almost 50 years going down the line. Finally, we do have some sort of attempt to put some educational system in place which is suitable И в течение этих лет, сколько уже прошло лет, с 70-го года, 50 лет практически прошло, и мы смогли какие-то образовательные учреждения организовать, for devotees. которые подходят преданным. And it gives some advantage to the present devotees to get some skills in not too difficult way. They just go there for a few weeks a year and they can pick something up. Это дает возможность преданным обрести какие-то навыки не очень трудным образом. То есть они несколько недель в году приезжают, чему-то учатся и пользуются этим. As much as they need, and then they have to use their intelligence and their devotion to apply it practically. So, То есть они получают образование в той степени, в которой это необходимо, а потом применяют свой разум, свою преданность, чтобы это как следует применить. the movement has gone a long way since the beginning days. То есть с ранних дней наше движение прошло уже долгий путь. But it all started with Prabhupada's very methodical method of, organizing ИСККОН. Но все началось с того, что Прабхупада очень методически организовывал ИСККОН. Making even a title and a brand for it, etc. And then То есть подготовил правовые документы, придумал название и так далее.
registering the society, зарегистрировал это общество, and taking care of the accounts, etc. So ввел счета и так далее. that's one of the bases. But then the other thing, of course, is the proper sadhana, etc. Это одна из базовых вещей. Но, с другой стороны, конечно, необходимо правильная садхана и так далее. Считаете ли вы, что какие-то стороны учения Шрилы Прабхупады еще не были в достаточной степени проявлены? Есть ли некие аспекты его видения и его миссии, которые нам только предстоит исполнить? Если это так, что для этого необходимо сделать? Well, I think we're only at the beginning stage. Я считаю, что мы в самом начале пути. That's all. Вот и все. We have, the movement goes through a stage, the pioneering stage. Любое движение проходит через определенные ступени, и сейчас только ступень первопроходцев. Okay, everybody's very spontaneous, and they just want to do things and preach and whatever like that. Все очень спонтанные, они просто хотят что-то делать, как-то проповедовать, что-то такое. And then comes the next stage of systemizing things. Потом наступает следующая ступень. Это когда все необходимо систематизировать. And it's a struggle to do that. И это трудно. And it may take many, many, many years to do that, to systemize everything. But it's the И на этом может уйти много-много лет, чтобы это сделать, чтобы все систематизировать. necessity of doing it, especially as we grow. Но это необходимо сделать, особенно по мере того, как мы растем. So we're at that stage now, but that systemization may take a long, long time to actually do it. Мы на этой ступени сейчас, но на эту систематизацию может идти очень много-много лет, чтобы это сделать. And then the challenge is when you systemize things И затем основная трудность будет в том, когда мы все систематизируем. that you do not stifle the spontaneity. Это не должно погубить спонтанность. So you got to keep the spontaneity and at the same time put everything in a very proper, efficient way. So То есть нужно сохранить спонтанность и в то же время сделать, чтобы все было надлежащим образом организовано. we're just kind of struggling to get the systems in place now. Сейчас мы стремимся просто какие-то системы установить, хотя бы чтобы они были. Then the people have to learn them and put them into practice, Потом людям нужно будет научиться этим системам, применить их на практике and then simultaneously have to learn how to balance that out и одновременно научиться, как это все сбалансировать, so that we can expand nicely, not just чтобы мы могли хорошо расширяться. put the system in there and petrify the movement, but А не просто мы установили какую-то систему, и она полностью задушила наше движение. also expand it from there. So Нет, это должно помогать расширению. we're kind of at the first stage, I think, and it Я думаю, что мы здесь только на первой ступени. requires some, effort to go forward from this. How long it will take, I don't know, but И требуется усилия, чтобы двигаться вперед. Сколько на это уйдет времени, я не знаю. 15, 20 years maybe. Может быть, 15-20 лет. Пожалуйста, расскажите, какие личные принципы и привычки помогают вам пройти через все взлеты и падения в роли одного из лидеров ИСККОН. Well, in general, I didn't have any principles or practices Ну, в принципе, у меня не было каких-то особых принципов или привычек, because the jobs were just kind of thrust upon me, потому что все мои полномочия на меня просто набрасывали, even though I had no inclination for them. So хотя у меня никогда не было склонности их принимать. consequently, I just try to find people who can do the things, or И, следовательно, я просто стараюсь всегда найти тех людей, которые могут это делать вместо меня, willing to do these jobs and have some moderate amount of talent and willingness to do them. которые хотя бы могут их исполнить, у которых хотя бы немного есть таланта и желания это делать. And try to get people to do things. In other words, I delegate people to do things as much as possible. То есть я стараюсь найти людей, которые могут все сделать вместо меня. То есть я стараюсь делегировать, насколько это возможно. Let them take care of it and just see that it's going properly. So Чтобы они все это делали, и я просто стараюсь наблюдать, что все идет хорошо. basically, the management consists of delegating authority to others and То есть в основном руководство состоит в том, чтобы делегировать другим ответственность, делегировать другим управление. just trying to keep them in line properly, which И дальше просто наблюдать за тем, чтобы все шло как надо. shouldn't be a problem if they're, good devotees or whatever. И в этом не будет проблемы, если они хорошие преданные. So basically, that's it as far То есть в основном вот в это все упирается. as that. As far as, visions and goals and that, it's a little bit difficult for me to get into that at this time.
Ну, что касается видения, каких-то целей, на данный период жизни мне как-то трудно об этом что-то говорить. So it's very, very basic actually. Just establish temples and encourage the preaching, etc. like that. And Все очень просто. Устанавливать храмы, вдохновлять преданных на проповедь и так далее. encourage the devotees to do that, Вдохновлять, чтобы преданные это делали. to expand according to their capacity and Чтобы они расширяли наше движение в соответствии с их способностями. whatever field they're in, То есть в той сфере, в которой они действуют. to preach and expand and follow the regular sadhana, Проповедовать, расширяться, следовать регулярной садхане etc. и так далее. So there's like a balance between the sadhana and then the managerial things. So То есть, конечно, должен быть баланс между садханой и какими-то организационными вопросами. now in India, of course, is a little bit of an advantage also because we do have a little bit of a structure here. Конечно, в Индии есть преимущество, потому что здесь уже есть какая-то структура, хотя бы небольшая. And temples, they'll go through phases. So we И в храмах храмы развиваются фазами, то есть какими-то блоками. have like an outpost or something, and then we То есть сначала возникает временный форпост, get a extension center, and we get a потом центр расширяется, preaching center, and then we get a full temple. потом появляется проповеднический центр и потом уже полный храм. So there's a little bit of a methodology of developing a temple, etc. So it's То есть есть некоторая методология, как развивается храм от нуля. easier for the devotees who are out there preaching to, kind of fit in that mold and Тогда преданным уже проще, когда они приезжают куда-то проповедовать, у них есть некая колея, в которую они могут войти, и они знают, что дальше делать. go to the next step and go to the next step. So it's На следующий этап переходить, на следующий этап, на следующий. a little bit easier now. In the beginning, was this temple or no temple? Поэтому сейчас все проще. А вначале было либо есть храм, либо его нет. And then, you get all sorts of problems because a lot of the people weren't qualified in the И поэтому возникают самые разные проблемы. Люди не организованы, не квалифицированы, temple or whatever. It expanded too fast, чтобы был целый храм уже. Слишком быстрое расширение. or the finances aren't proper and they don't Или финансы не учитываются надлежащим образом. know how to give accounts. And, so many problems there. Никто не знает, как вести счета. Очень много таких проблем. But this way, there's some sort of check and balance so that when they Но на данный момент уже есть такая система сдержек и противовесов. do develop, there is the oversight of the accounts, etc. Мы знаем, как развиваться, как вести счета и так далее. Sadhana devotees, etc. And on top the bureaus there to help out and give guidance. So Как должна быть садхана у преданных. И есть какое-то бюро, которое может давать руководство сверху. that's an also added advantage for us that we don't get overburdened with too much of the details of the management. Это тоже преимущество. Это позволяет нам сильно не перегружаться этими нюансами руководства, менеджмента. Because we do have that structure in India. Потому что в Индии уже есть такая структура. Other places maybe they don't, but that, at least in India that's there. В других местах, может быть, этого еще нет, но, по крайней мере, в Индии это уже есть. Пожалуйста, перечислите свои самые лучшие и самые успешные проекты и начинания за все то время, когда вы руководили частью ИСККОН или находились на посту GBC. Что больше всего способствовало успеху этих проектов? Какой подход? Какие решения руководства? Какое поведение лидеров? Actually, I don't have any successful projects on my own because На самом деле у меня самого никаких нет успешных проектов. I'm a co-GBC with somebody else. Потому что во всех своих зонах ответственности я со-GBC с кем-то еще. So I don't do anything on my own. It's just I just kind of added on to somebody else's zone. And Так что я сам по себе ничего не делаю. Я просто добавляю свое служение еще к чьей-то зоне. I just sit there and help them, whatever. Like Просто помогаю им, чем могу. that. So basically South India and then Malaysia and Japan. I mean, В основном это Южная Индия, Малайзия, Япония. there's co-GBC there. Я там со-GBC. So the projects were already started actually in all these different places. So И во всех этих местах проекты уже были, когда я пришел. I'm just an add-on more or less. Я более-менее просто пытаюсь что-то добавить к этому. I spent a lot of time in South India, so helped develop that И я много времени провожу в Южной Индии, помогаю там всему развиться. in some sense of the term. But В каком-то смысле. I think a lot of it is the success is due to the individual devotees that are there. Я думаю, что в большой степени успех принадлежит тем преданным, которые
на месте находятся, индивидуально преданы. Because they are somewhat qualified Потому что они в какой-то степени квалифицированы, and intelligent они разумны, and loyal to the GBC and ISKCON они верны GBC, верны ИСККОН. and Bureau, that we don't have too many problems and we И поэтому у нас нет больших проблем. can develop in a smooth way. Мы можем очень гладко развиваться. So we have devotees like that. So this helps, Есть такие преданные, и это очень большая помощь. develop these, say South Indian zone, for instance, or Это помогает развить, например, зону Южной Индии. Malaysia or whatever like Malaysia. that. Under responsible heads. Есть ответственное руководство. And they've been quite experienced, so then, doesn't seem to be much problem with them. И у них довольно большой опыт, поэтому они не приносят больших проблем. They're gradually developing, and we're developing more devotees, more temples, etc. Постепенно все развивается, появляются больше преданных, больше храмов и так далее. And of course, I was more directly involved with Chennai Temple and its development И, конечно, я более напрямую был связан с развитием храма в Ченнае, in terms of getting the property and then planning the temple and developing the temple мы приобрели собственность, землю, распланировали храм, развивали храм. there. So part one is finished, the temple. And then То есть часть первая уже закончена, храм есть. we have to do the other things, the other 5 acres Теперь осталось все самое главное, еще очень много работы предстоит, to develop that. So that's the next project. So чтобы все это развилось. И это тоже большой проект. it'll take some time. На это уйдет какое-то время. South India, we're not so good at raising money, so it's a little bit of a struggle В Южной Индии у нас не получается собирать деньги, это довольно трудно происходит. to raise all the funds, etc. Собрать все необходимые фонды. But eventually we'll get there, I guess. Но надеюсь, что рано или поздно это произойдет. Oh, I suppose to delegate authority and give them freedom to act within that freedom that they're given. Not they're completely free, but И я думаю, что самое главное это научиться распределять ответственность, делегировать ответственность и давать людям свободу. Не так, что они полностью свободны в своем руководстве, to act within that, to express themselves но чтобы они могли действовать, чтобы они могли самовыражаться, and do their work without too much interference. чтобы они могли выполнять свое служение, свою работу, без того, что нам приходится очень много вмешиваться в это. As long as they're qualified. Главное, чтобы они были квалифицированы. Yeah. Какие ценности необходимо привить будущим лидерам ИСККОН? Пожалуйста, перечислите как минимум 3. Values. Ценности. Okay, so values are interesting because I guess that's character, I suppose, eh? Ценности – вещь интересная. Я думаю, что это относится к характеру больше. Or whatever. In Nectar Devotion, Rupa Goswami says, developing good qualities is not an anga of bhakti. В нектаре преданности Рупа Госвами говорит, что развитие хороших качеств – это не анга бхакти. So it's not like a separate thing that we try to develop humility or we try to develop honesty or what. То есть мы не пытаемся отдельно как-то развить смирение, отдельно развить честность. Whatever. Technically, because those are sattvic qualities. Потому что технически это все качество саттвы, And we're not interested in sattva. а нас саттва не интересует. So qualities should naturally develop, spiritual qualities should develop with the progress of bhakti. То есть качества должны сами по себе развиваться естественным образом. Духовные качества по мере прогресса бхакти. And those spiritual qualities may look like material qualities, but И эти духовные качества могут быть похожими на какие-то материальные качества. they're actually not because they're related to Krishna consciousness and Но на самом деле они не материальны, потому что они связаны с сознанием Кришны, service to Krishna. со служением So Кришны. therefore the humility is there. It may look like humility of a Gyani or a yogi or whatever, but То есть наше смирение, оно может быть похожим на смирение какого-то гьяни или йоги или кого-то еще. actually it's different because it's related to Krishna and our relationship with Krishna. Но на самом деле это другое, потому что это связано с Кришной. Это связано с нашими взаимоотношениями с Кришной. Humility in relation to Krishna. So То есть наше смирение всегда связано с Кришной. a little bit different. Это немножко другое. Anyway, yeah, qualities are necessary also. Да, необходимо, конечно, развивать определенные качества. But you should understand that they are not material qualities.
Но мы должны понимать, что это не материальные качества. We emphasize actually they're spiritual. Now, Нужно подчеркивать, что это духовные качества. though they develop with bhakti, И хотя они развиваются вместе с бхакти, at the same time we need somewhat say minimum spiritual qualities also. одновременно с этим нам необходим некий минимум духовных качеств также. So that's why, like in the Shastakam, it says there, Trinadapi Sunichena, that you have to be humbler than a blade of grass, more tolerant than a tree. Поэтому в Шикшаштаке, например, говорится «тринада пису ничина», то есть нужно быть смирение, травинки, терпеливее, чем дерево. And then you can chant Hare Krishna constantly, so it's И тогда уже можно постоянно повторять Харе Кришна. like a qualification for chanting. То есть есть какие-то требования к воспеванию, предварительные. First you have to be humble. Сначала нужно быть смиренным. But is that humility? That's not material humility, because we have so many humble people in the world and they Но это смирение не материальное, потому что в мире очень много смиренных людей, never chant anyway. и они никогда не повторяют Харе Кришна. So this humility actually is also related to bhakti, because it means actually we recognize that we are only a small particle dependent on the Supreme Lord. То есть это смирение также зависит от бхакти, потому что мы по-настоящему осознаем, что мы лишь крошечная частичка, и мы во всем зависим от Господа. And actually we don't do anything on our own. Therefore И на самом деле мы сами по себе ничего не делаем. we should be free from ahankara, etc. Поэтому мы должны быть свободны от аханкара, ложного эго и так далее. So, of course, when we begin bhakti, we don't have that completely, but there has to be some element of that in our... Конечно, когда мы только начинаем бхакти, нам не обязательно полностью это уже иметь развитым, но какой-то элемент этого необходим. very surrender in our very faith that we have to begin bhakti. Необходимо какое-то предание, хотя бы небольшая вера, чтобы просто начать бхакти. We do need to have a concept of ourself being dependent on the Lord. То есть должна быть уже какая-то концепция, какое-то представление о том, что мы зависим от Господа. Ultimately, that we're helpless on our own. So, В конечном итоге, что мы сами по себе беспомощны. therefore, that type of humility should be there at the beginning of bhakti. So, Поэтому такое смирение необходимо еще до начала бхакти. if you have that little key thing along with your chanting and sadhana, И если это есть, такой маленький ключик, одновременно с нашей саданой, с нашим воспеванием, повторением, that other qualities should develop, то все остальные качества должны развиться сами по себе. automatically, which are related to Krishna also. Автоматически. И это тоже связано с Кришной. So anyway, values. Так или иначе, ценности. For leadership, of course, there are some common values with everybody else, obviously. Конечно, у лидеров будут общие ценности со всеми остальными. All devotees will have a common set of values, У всех преданных будут какие-то общие ценности, like humility and honesty and whatever like this, такие как смирение, честность и так далее. which are all spiritually oriented. И все это должно быть направлено на духовную сторону. So, and then as far as leadership is concerned, Что касается именно лидерства, they have to set an example. они должны подавать пример. So they have to be a little bit higher in their observance of these values or То есть во всех этих качествах они должны быть чуть выше, чем все остальные. whatever, because they're in a leadership position. So Потому что они занимают позицию лидеров. that's maybe the pressure on them that they do have to have a higher standard. Возможно, в этом будет такое давление на них, что их стандарты должны быть выше, чем у всех остальных. So if a person has a struggle with maintaining these values, he И если человеку трудно сохранять себе эти ценности, will not be a good leader. он не будет хорошим лидером. So we can only get leaders who do have a natural tendency to follow all these values. То есть лидерами могут становиться только те, у кого есть естественная склонность следовать всем этим ценностям. Nicely, easily, or whatever Кому это дается легко, у кого это хорошо получается. like that. If there's a struggle, then there's something wrong, which will also indicate also a weakness in the sadhana. Но если есть какие-то трудности с этим, то это что-то не так. И это может показывать, что есть какая-то слабость в садхане. Because if he has to do steady sadhana, he won't have any difficulty with these values. Потому что если у человека есть стабильная садхана, ему не будет трудно следовать всем этим ценностям. Каким навыкам необходимо научить будущих лидеров ИСККОН? Пожалуйста, перечислите как минимум 3. Skills, some people have them naturally, I guess maybe from previous births or whatever, material skills.
Навыки. У каких-то людей это есть, они есть сами по себе. Материальные навыки, может быть, с предыдущих рождений. So we can use those in devotional service. И это можно задействовать в преданном служении. And then, if we're intelligent, we can learn skills in this lifetime. Но если мы разумны, мы можем научиться каким-то навыкам уже в этой жизни. Through various courses and education, etc. При помощи разных курсов, какого-то обучения и так далее, образования. Of course, in the college, I think they've already outlined the skills you need. So we have communication skills and accounting skills. Конечно, вот в колледже уже говорят, какие необходимы навыки для лидеров. Навыки коммуникации, навыки бухгалтерии. And, I don't know, counseling skills. Навыки наставничества. Whatnot like this, and all sorts of skills are there. So, есть самые разные виды навыков. A little bit of everything is probably necessary for Наверное, нужно всего понемногу, for a good leader in чтобы быть хорошим лидером. terms of skills. Пожалуйста, опишите идеальный ИСККОН через 25 лет. Что, по вашему мнению, будет наивысшим успехом этого всемирного движения? Опишите свое видение. Как вы думаете, что нам необходимо сделать, чтобы этого достичь? Какие препятствия и трудности могут встретиться нам на этом пути? Well, in terms of management of ISKCON, it will have a better system worldwide. Что касается руководства ИСККОН, нам нужна какая-то более развитая система, всемирная система. Some temples have good systems, like Chopati or something. В некоторых храмах уже есть хорошая систематизация, например, Чаупати. Other temples may not have such good systems or whatever. And В других храмах такой системы, может быть, пока нет. then we go around the world. Some temples will have, some temples won't. And И по всему миру так. В некоторых храмах что уже хорошо организовано, в других еще пока нет. it will vary from country to country and temple to temple. И в разных странах это будет по-разному, и в разных храмах это будет по-разному. So at least we should have some, let's say, minimum systems in place in all the temples in the world. И, по крайней мере, должна быть какая-то минимальная система уже присутствовать во всех храмах во всем мире. And it will take that amount of time, I would think, 25 years, just to get even the minimum systems in place around the world. И на это уйдет какое-то время, я думаю, как минимум 25 лет, чтобы какая-то минимальная система уже была организована, установлена во всем мире. In all the temples, Во всех храмах. from the small temples to the big temples, etc., Начиная от маленьких храмов и заканчивая большими и так далее. in all the countries of the world. It's going to take that amount of time, I would think. Во всех странах мира. Я думаю, что именно столько времени на это все и уйдет. And it takes a lot of training and a lot of education to do that. И чтобы этого достичь, нужно очень многому научиться. Очень необходимо образование. But also necessary for the efficient expansion of our movement. Но это необходимо сделать, чтобы наше движение могло расширяться очень эффективно. If we have a nice system in place where everything is managed efficiently, Очень нужна какая-то хорошая система, чтобы можно было всем очень эффективно руководить. then there's, when we put forth effort, we don't lose that effort. И когда мы прикладываем какие-то усилия, они не были потрачены напрасно. In other words, all our efforts will have some result. То есть, другими словами, чтобы все усилия приносили определенный результат. And we don't lose anything, like in legal cases and whatnot, Чтобы мы ничего не теряли, допустим, в юридических вопросах и так далее. like that we have less wastage. Чтобы у нас было меньше потерь. And at the same time, people can dedicate themselves more to the preaching efforts. So Чтобы это позволяло людям больше времени уделять проповеди, чтобы они больше сил могли потратить на проповедь, а не на организацию. we can expand systematically if we have good systems in place. So И тогда мы сможем систематически расширяться, если у нас будут уже хорошие системы применены везде. as I said, we have to systemize things, and that may take a little effort, and there's a tendency to stifle the spontaneity, but we should actually just use that. Как я и говорил, что мы можем прикладывать усилия к тому, чтобы все систематизировать, и это может задушить спонтанность. System in order to develop the spontaneities. Но на самом деле мы должны применять систему, чтобы развить спонтанность. We have to make sure that the system doesn't smother anything. То есть необходимо убедиться, что система не давит, не разрушает. It helps the preaching expand more and more and more. That's
что наоборот она помогает проповеди все расширяться и расширяться. We could say, the test of the whole system. Я думаю, что именно в этом проявится ценность всей этой системы, правильно она или нет. In other words, the goal of the system is not the system itself, but the goal of the system to help us expand and preach and То есть, другими словами, система не ценна сама по себе. Весь смысл системы в том, чтобы она помогала нам достигать наших целей, проповедовать и так далее. give mercy to everybody. И распространять милость всем. It's hard to predict anything about the future because society and everything changes every 5 years now in the world. Но очень трудно что-то предсказать о будущем, потому что сейчас и общество, и весь мир меняется каждые 5 лет. So we can't predict anything. Ничего невозможно предсказать. What the society, what communications is going to be like, maybe Каким будет общество, какими будут коммуникации. everybody's operating in a virtual world or something. Может быть, все уже будут жить в виртуальном мире. They're walking around with a thing on front of their eyes or something. Они будут ходить по улице, а перед глазами у них уже будут какие-то экраны. We don't know what they're going to be doing, 25 years from now. Мы не знаем, чем люди будут заняты через 25 лет. Or maybe they want to be living on this planet, who knows? Может, они уже не на этой планете будут жить. So, very difficult to predict in one sense. All we can В каком-то смысле очень трудно это предсказать. do is say that we should, have proper systems for expansion. Главное, что можно сказать, что у нас должны быть какие-то надлежащие системы, как расширяться. And of course, in expansion, we're looking for quality, not so much quantity, but И, конечно, в вопросах расширения мы больше ищем качество, а не количество. of course, quality and quantity, we can say. Конечно, можно сказать, что нужно и качество, и количество. That we're actually appealing to very intelligent people or Но на самом деле мы больше всего привлекательны именно разумным людям, profound people очень глубоким людям, who can appreciate our theology and philosophy, которые смогут оценить нашу теологию, нашу философию, our presentation method, etc. наш метод подачи и так далее. So if we can, penetrate on a certain level of society, an intelligent level of Если мы можем войти в определенные круги общества, в круги разумных людей, society and influence them to a significant degree, that would be very pleasing to Prabhupada. и в значительной степени повлиять на этих разумных людей, то Прабхупада будет очень доволен. Well, as I said, we have to put the systems in place. Как я и сказал, необходимо применить определенные системы, чтобы они были. And it's a little struggle in many places of the world because they're not trained up for systems at all. И во многих частях мира это очень трудно сделать, потому что они не привыкли к каким бы то ни было системам. And then we have to extend ourselves over to all these different places. So we have Но нам необходимо расширяться и в эти места тоже. first we have to organize the leadership, and we have things like GDOs and zonal supervisors. Прежде всего, необходимо организовать лидеров, необходимо назначить полномочия, чтобы были какие-то зональные, ответственные люди. All this training going on, so hopefully these leaders will be able to fill up all the places in the world and start Чтобы проходило обучение, и мы надеемся, что эти лидеры смогут распространиться во все эти места, во всем мире. implementing the systems so that we can actually, see something within our lifetime. И применить все эти системы, чтобы уже в нашей жизни мы видели какие-то результаты. So that's why the college is very important to get these qualified people out there and Именно поэтому очень важно образование, важны такие колледжи, университеты, чтобы люди получали такое образование. put them in some places. Неявное знание. Опрос лидеров ИСККОН.